В этом выпуске у Тутберидзе теневой фаворит в борьбе за Олимпиаду 2022 года. Жесткость Этери Тутберидзе имеет место быть, если говорить о тренировках. Евгения Медведева призналась, что Этери Тутберидзе редко хвалила ее за призовые места. Медведева рассказала об отношениях с Загитовой. А теперь обо всем по порядку. Особый подход Тутберидзе. Почему фигуристка хромых – теневой фаворит в борьбе за Олимпиаду? Неординарная спортсменка уже доказала, что ее зря недооценивали. Теперь у Майи отличные шансы на место в сборной России в Пекине. Соревнования женщин в следующем сезоне будут пронизаны особым драматизмом. Как минимум 7 российских фигуристок способны оказаться на олимпийском пьедестале и даже на верхней его ступени, но в Пекин поедут только 3 из них. Майю хромых редко включают в число основных претенденток на участие в играх, но неординарная подопечная Этери Тутберидзе способна выйти из тени более звездных и раскрученных фигуристок. А ведь еще недавно Майя выглядела чуть ли не самой слабой фигуристкой хрустального. Технический прогресс хромых. До прошлого сезона хромых в основном привлекала внимание нестандартными для современных фигуристок внешними данными. Высокая статная девушка представляла Россию на крупных юниорских турнирах, но из-за частых ошибок и неудачных попыток четверных оставалась без серьезных наград. Пока Камила Валиева подтверждала огромные авансы, а Дарья Усачева демонстрировала безошибочное катание, за хромых закрепилось негласное звание самой нестабильной и слабой спортсменки хрустального. В прошлом сезоне ситуация повторилась. Майя не могла приземлить четверной прыжок и оказывалась очень далеко от лидеров. Перелом наступил лишь в феврале, когда в финале Кубка России Майя наконец порадовала болельщиков и тренеров. Блестящее выступление в произвольной программе, где спортсменка приземлила квад-тулуп и квад-сальхов, принесло ей важную победу над Камилой Валиевой, не справившейся со своим суперсложным контентом, и 2 место в итоговом протоколе. Она уже доказала, что ее зря недооценивали. К олимпийскому сезону Майя планирует еще усложнить набор прыжков, для чего разучивает тройной аксель и каскад, четверной тулуп, тройной тулуп. Такой контент позволит ей бороться с лучшими даже при небольших ошибках. При этом прорыв хромых не ограничивается освоением четверных прыжков. У фигуристки улучшились скольжение и вращение, видна серьезная работа над интерпретацией. Майю придерживают или берегут. Пока главной помехой хромых на пути к Пекину выглядит пресловутая нестабильность. Ее четверные в финале Кубка были великолепны, но ведь ни до, ни после она не приземляла квады на соревнованиях. Для улучшения статистики и приобретения уверенности в себе Майе нужно как можно чаще выходить на лед. Но в серии Гран-при она получила только 1 этап. Таким образом, вместо 3 проверочных стартов перед чемпионатом России у нее будет лишь 1, а остальные придется проводить на соревнованиях ниже уровнем, где и давление меньше, и заработать авторитет у судей куда сложнее. Может показаться, что спортсменку сдерживают, но куда вероятнее, что ее просто берегут. В случае с хромых очень важна психология. Частые неудачи разочаровывали Майю и заставляли идти на крайние меры. Она признавалась, что испытывала стыд после срывов прокатов и болезненно воспринимала критику в социальных сетях, что неизменно сказывалось на ее результатах. Очевидно, что, выбирая между форсированием подготовки и стабильным ментальным состоянием своей подопечной, тренерский штаб предпочел последнее. Хромых – теневой фаворит Олимпиады. Этери Тутберидзе славится умением выводить своих фигуристок на пик формы в самый нужный момент, и пока нет причин, почему этого не произойдет с хромых. Пока фокус смещен на очевидного фаворита Олимпиады Камилу Валиеву и ее более опытных конкуренток, у хромых есть возможность спокойно накатать имеющийся контент и довести его исполнение до автоматизма. Уже сейчас чувствуется особый подход Тутберидзе в работе с Майей. От нее не требуют результата здесь и сейчас, а ведут по карьере бережно и аккуратно. Необходимо работать и над артистизмом. Заметно прибавив в пластике, фигуристка должна научиться показывать разнообразные эмоции на льду. В этом плане ей стоит ориентироваться на коллегу по группе Дарью Усачеву,
которая в те же 15 лет в плане артистизма выглядит более зрело. Если Майе удастся поднять вторую оценку, то конкурировать с ней будет непросто даже признанным лидером. Как правильно заметил Александр Жулин, при условии 2/4 она может бороться с кем угодно и когда угодно. Поэтому Хромых – теневой фаворит в гонке за Олимпиаду. Теперь у нее отличные шансы на место в сборной России в Пекине. Кажется, в этом и заключался план Этери Георгиевны. После проката в Москве она недвусмысленно намекнула, что верит в успех Майи. «Майя может. Мы же не обманули», — сказала Тутберидзе. Евгения Медведева заявила, что жесткость Этери Тутберидзе имеет место быть, если говорить о тренировках. «Я считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно было себя заставить. Перед Олимпиадой было, нога болела настолько, что я просто выла. Вот тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах. И ты собираешься, идешь и делаешь. Это 100% не добилось бы ничего, да. Методы Этери Тутберидзе работают, но когда ты становишься старше, то с каждым годом все сложнее выдерживать. Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет. Евгения Медведева призналась, что Этери Тутберидзе редко хвалила ее за призовые места. После первого чемпионата мира, возможно, мне это не особо нужно было, потому что мне было 15, я вообще не сообразила, что произошло. После второго чемпионата мира хотелось, очень хотелось. Но я просто работала дальше в надежде на то, что чем больше я работаю, то тем больше шанс, что получу одобрение. Я его получала в виде работы, в виде доверия. Я видела, что мой тренер мне доверяет, верит в меня. И есть такая книга «5 языков любви». Вот мне важно слышать, это мой язык. Медведева рассказала об отношениях с Загитовой. У нас нормальные и нейтральные отношения. Здороваемся и прощаемся. Но я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. В один момент мы же отписались друг от друга, но потом снова подписались. Я подошла к ней. Может, уже как-то это? У нас же нормальные отношения. Но потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста. Нас искусственно сталкивали друг с другом, потому что это движуха. Я не люблю быть в плохих отношениях с людьми. Особенно когда ко мне притягивают то, что я кого-то оскорбляю. Кому понравится, когда называют мразью? Я же знаю, что этого не делала, добавила фигуристка. Директор самбо-70 Ринат Лайшев отреагировал на заявление Евгении Медведевой, которая рассказала, что не снимает с себя ответственность за конфликт с тренером Этери Тутберидзе. Однако сейчас, по словам Медведевой, все недопонимания в прошлом. Я содействовал тому, чтобы Женя и Этери помирились. Да и в общем, чтобы вокруг Тутберидзе была атмосфера добра, тепла и дружбы. Женя очень рано признала свои ошибки. Очень многие спортсмены тянут резину, но потом 99% лет в 4050 кусают локти и жалеют, что ругались с тренером. Закон действует как в армии. И если тренер не прав, то посмотри пункт 1, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности. Все зависит от нас самих. Я хвалю Женю в данной ситуации, она большая молодец, сказал Лайшев.